Держите ключ, товарищ Нестеров. Спасибо. Да. Майор Фролов, военком Приреченского района. Нагорожен-то. Да. Словно соты пчелиные. Тут две семьи жили, профессора ленинградские, блокадные. 3, Федор Васильевич. С малыми детишками. Под Новый год их домой провожала. Победные раскаты наступления радостным эхом откликаются в сердцах тружеников Сибири. Наша задача – достойно встретить весну 1945 года. На заводах и на полях сибиряки никогда не отставали от своих земляков, сражающихся на фронте. Наши тыловые подвиги под стать ратным подвигам сыновей Сибири. За день боев к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27 тысяч немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения. Миша, как вы здесь у нас? Заходите. Ну вы ж торопитесь. Ничего, ничего. Ну, проходите, проходите. Спасибо. Пожалуйста. Сегодня в 21 час 30 минут прекратили сопротивление и сложили оружие. Извините, я пойду маме скажу. А что стоите? Раздевайтесь, садитесь. Обе ваши посылки я получила, спасибо. И с его вещами, и с продуктами. И с книжками для Тимоши. Только книжки никому нету больше Тимоши. Он погиб вслед за Степаном в августе. Поехал с товарищами на рыбалку и утонул. Никому ваши подарки не нужны. Нет у нас больше в доме охотников. Ой, ну что же это такое? За что? Сразу все и ничего. Простите меня, совсем уже было. Такие встречи, знаете ли, не всегда приятны.
Ну, а как вы? Я вижу, вы с госпиталями совсем развязались. Как ваша жена? Сима, кажется. Сестра у нее младшая. Жены у меня нет. То есть она больше мне не жена. А у нас вы проездом? Нет, я теперь здесь живу. Не понимаю. Решил поселиться в Приреченске. Успел обзавестись домом, купил. На Пионерской 7. А что вам здесь делать? Вы что, вспомнили вашу наивную фронтовую клятву? В случае гибели одного из нас, другой не оставит и так далее. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Я врач и сама помогаю людям по 10 часов в сутки. Мне никто не нужен. Никакие фронтовые друзья. Да нет, Лида. Я обещал Степану завершить одно его дело. Какое дело? Я расскажу как-нибудь. Какое дело? Это связано с экспедицией Ключевского. Давней экспедиции в эти края. Еще 13-го года. Степан хотел... Он много хотел. А теперь уже ничего не хочет. Я не хочу. Не хочу думать об этом, вспоминать. У него оставалась тетрадка. Он все туда записывал. Ничего, ничего Что я искать такое? не буду. Лида, Лида, что это ты так? Ну? Ну. Здравствуйте, Миша. Вы позволите мне вас так называть? Сейчас мы вас чаем напоим с дороги. Так славно, что вы навестили двух одиноких женщин. Перестань, мама. Ну, не кричи на мать. Сейчас я вам чай налью. Я вас даже вареньем угощу. Спасибо, Мелания Антоновна. Мелания Антоновна. В другой раз. Нет, нет, Миша, что вы? Оставайтесь у нас, я вас прошу. Я прошу вас, пожалуйста. Извините меня, я опаздываю. Я побегу. Извините меня. Да-да. Входите. Извините, я прямо с дежурства. Очень хорошо. Ничего, проходите. Вы с майором знакомы? В нашей районной столице все знакомы. Накурили, надымели, задохнуться можно. Ну, Вот, Миша, я тетрадку разыскала. Вы это просили? Да, это. Спасибо. Именно это. Именно это. Да, именно это. Лидия Петровна, вы как доктор можете Деревня помочь. Пихтовка. Это далеко отсюда? А не близко. Глушь ведь. Километра 80 будет. С гаком. А на что тебе? У него после ранения осколок остался. Не долечили. Он, правда, об этом не говорит, но иногда охает. Поговорите с ним. Я пойду, а вы поговорите. Скажи, а заимка Савкина, это где? Не знаю никакого Савкина. У меня другой разговор. А Федору что? Домой ушел. М. Вы мне лучше скажите, Михаил Иванович, почему я ничего не знаю про ваше ранение? Я вообще многого тогда не успел тебе сказать. Прости. Я тебя тогда так встретила. Я понимаю. Так что осколок? Фролов слишком серьезно к этому относится. На дворе весна, Лида. Скоро подсохнет, и отправлюсь я в эти самые глухие места. В Пихтовку.
чего топчетесь? Подходите. 8 треугольников. Иванова Федосия, тебе полевая почта. Кирилловна, Кирилловна, Дзержинскую часть. Сучкова Клавдия Ашхабад. Передай-ка тете Маше. Ой. А это Зине Федоровой. Ты сперва почитай, дуреха, а потом реветь будешь. Ну чего ты? Раз в глубокий тыл доставили, значит, дело на поправку. Дыни там, урюк, седых. Не скажете, где найти председателя? Тамочки, прямо по коридору. Спасибо. Нестеров моя фамилия. У меня к вам письмо от военкома Фролова. Пахта, засвета, встаем, а тут пишут. Ну, раз приехали за 100 верст, может, сами объясните. Ведь не вы же при письме, письмо при вас. Даже не знаю, с чего и начать. Ну, пожалуй, вот с чего. У вас тут до войны школой заведовал Иван Алексеевич Перевалов. Вот не скажете, остался кто-нибудь из его семьи? Остался. Кто же? Я осталась. А вы ему кто? Вдова. Евдокия Трофимовна! Евдокия! Пусти! Ты величию Клавку удумала? Ее Петька в Ашхабаде лежит легко ранитый, а она к нему ехать наладилась. Легко? Ладно, разберемся с Ашхабадом. Прикрой-ка дверь. В самую горячку. А графена? Легко. Тебе-то легко. Ишь, какая легкая нашлась. Так какое у вас дело? Вернулась сюда после института агрономом на семенной участок. А он молодой учитель, ну, понравился ему. Всякие у нас были разговоры, но вот об экспедициях мы не говорили. Может быть, когда за своей женой ухаживали, об экспедициях разговаривали. Честно говоря, разговаривали. А мы, честно говоря, нет. Нам с Ваней не до экспедиции было. Значит, фамилия Тульчевского вам неизвестна. А далеко ли отсюда до заимки Савкина? Да как сказать, угол не близкий. Тамошний хозяин хорошие глиняные горшки лепит. Вот зимой, бывает, ездим, берем. Ох, ниоткуда! Ох, по народу глазки пущу, ох, незаметно кого ищут. Это они с вашим приездом распелись. Да сводки победные. Да вечер уж больно хорош. 4 года не пели. Ох ты, поверь, подружка, ох, что от слез мокра подушка. Ох ты, Тамарка, я верю горю, я
я слезами полы мою. Евдокия! Дуня! Вечеряете. Заходи, Аграфена. Не до того. Клавка сбежала. Села на попутку и догоняй. Вот дуреха, а. Где у нас шабат этот? У черта на куличках. Теперь недели две прокатается. Взяла мешок с продуктами Фильку. Не шуми, оформим ей отгул. Не шуми. А зачем это к нам? Товарищ из района пожаловал. Лошади нужны. Может, что подскажете? Бабу вдовых парочек, это пожалуйста. Нужны мы ему, я к тебе пойду. У меня еще в конторе дел полно. Кто-то во второй бригаде 2 мешка семян украл. Не то свои, не то проезжие прихватил. Отдыхайте, Михаил Иванович. Пойдем, Аграфена. А что, позвольте спросить, если не секрет, конечно. Товарищ холостой, женатый. Аграфена. Если не секрет. Не секрет, Груша. Был женатый, теперь холостой. И такое в жизни случается. Ты его на замок запри, а то какая ночью прокрадется. Вы уж не обижайтесь. Наши женщины одичаливают и шутят. Ой, ты гармошка, матушка, да лучше хлеба мякишка. Ой, все же хлебец надо есть, а то гармошечку не снесть. Ой, все же хлебец надо есть, а то гармошечку не снесть. Ой, гармонист у нас чудак, залез гармошкой на чердак. Ой, гармониста чудака стащили девки с чердака. Ой, гармониста чудака стащили девки с чердака. И чем это Нарунь так обошли? Ночью за 7 верст Матрёниных мальцов в лесничество гоняла. Он каких красавцев выпросил. Плугы таких. Тебе объездчики всыпят в плуг. Конь верховые, пара на всю округу осталась. Обещалась с рук кормить, с ладони поить. Я туда по колхозным делам отправилась. Надо партию глиняной посуду заказать, а то бабам нашим готовить не в чем. Вы решите, щи варим. Тебя за себя оставляю. Ясно. Одна в Ашхабад, другая в тайгу, а я тут за всех, что ли? Послезавтра вернусь, не соскучитесь. Серого покормить не забудь. Я ему там паёк на 2 сутки оставил. Поехали. Завтра отвяжешь, а то нас достанет. Ha 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 ha!
Как же это вы, Дуня, Евдокия Трофимовна, со мной поехали? Все свои важные дела оставили. Да вам откажи. Вы в тайге заплутаете, а меня потом по судам затаскают. Рыбку ловил, пчелок содержал, а потом гроб себе сколотил, крест ихний староверский поставил. Сам в гроб лег и отошел. Прямо в царствие небесное. Ты дело, батя, говори. Говори, что тебя спрашивают. А чего рассказывать-то? Это ты нам байку рассказал, а я слыхом не слыхал. А вы не помните? Говорят, Федот Попов, дядя вашего отца, был у Тульчевского проводником. Как не помнить? Ясно помню. Я тоже помню, как вот... Откуда и помнить-то? Откуда помнить? Она девка неразумная была. А эти горшки давно лепишь? Да балуешь свободный час. Сосед берут, не жалуются. Чего это тебя прихватил-то? Слышь, мать, а ну по мне ему поясницу-то. Да баньку истопи. Прострел прогреть хорошенько надо. Да это не прострел, хозяюшка. А что? Это после ранения. Вот он. Отпустил, кажется. Так что ж ты, милок, на лошадку-то сел? Да в тайгу. То у нас здоровый-то мужик согнется, а ты... А глину где берешь? О, этого золота сколько хочешь. О, ступай вниз по речке. 100 верст пройдешь. Конца краю этой глины нет. Михаил Иванович. Михаил Иванович, скажите спасибо хозяевам, да пойдем, время позднее. А что же это за глина? Особая. Огнеупорная, калиновый пелит. Такую глину бывает на большие стройки за 1000 километров возят. Из нее не то что горшки. Города строить можно. Не слушайте вы его, старого черта. Была экспедиция в Сухом Яру, вниз по реке. Их метки стоят. Да что ты говоришь? Не желает мой батя, чтобы у нас пришлый люд появился. Хочет один хромым царем в тайге жить. Метки. Метки, столбик каменный, избушка ихняя недалече. Мужики туда за утками ходят. Ну и как туда добираться? А утречком я вас туда на лодке доставлю. Без меня-то трудненько будет. Ну, по речке-то просто, а дальше в заводях с пропёшкой. А, понятно. Отдыхайте. Спокойной ночи. Приятного сна.
ж ты его такого квелого в тайгу-то взяла? Он ходит, за бок держится. С утра на нем лица нет, а ты его в лодку. Пока вы здесь располагаться будете, я пойду осмотрюсь неподалеку. Где, говоришь, столбик метки? Метки-то? А вон пойдешь по берегу, по краешку. Пойдешь по краешку, вон туда, и так же вернешься, не заплутаешь. Только, Михаил Иванович, прилечь бы тебе. Давай ты ложись, а мы тебе обед готовим. Вот это верно. Дуня! Есть предложение приготовить обед. Но я все-таки пойду пройдусь. Долго я ждал этой минутки, дорогие мои. Время зря не теряйте, вернусь голодный. Их, что ты все эхаешь-то? Как же я вот посторонним человеком командовать буду? Так я ж вам вчера на двоих постелила. Да он насиновал, ушел. Не сама ли ты его отправила? Ну то что, умом тронулся? И какая ж та дуреха городская, что его оставила. Ладно, пойти хворосту нарубить, костер разводить надо. Стесняется он, Евдокея! Хворый он, раненый! Положим, черепши сушеной. И будет у нас чистый отвар. Приворотный. Потом рыба пойдет. Потом посолим. И ушица будет важная. Понюхай. А то я без тебя варить не умею. Уметь-то умеешь. Только так сварить надо, чтобы он оторваться не мог. Кто-то твой не оторвался. Хвостом вильнул и не посмотрел на своих детишек-близнят. Не оторвался. А мне от него, дурака, больше двух и не надо было. Я его сама до себя не допустила. После городских-то. И детей от него отторгнула. Как они учатся-то? Ты не говорила? Петька в школе не узурует? Учится, Глаша, учится. А кто из них Петька, кто Федька, разве различишь? Парит, как в бане. К вечеру, гляди, гроза соберется. А городские ничто. Бусы до серьги, театр до кино. А вот ты выходи, мужика. Вот корми его. Он от тебя век не отстанет. Не моя это судьба, чужая, не лист Христа. Будет тебя конфузить меня перед ним. Крынка-то у нас с молоком. И сливки не сняты. О! Ой! Ой! Ой!
слов нет, как хороша. Ну, прям хороша. Нам бы с тобой года по 4 бы сбросить, вот тогда. Вам, Дуня, надо вдвоем погулять. Или забыла как? Пошла бы в лесок, а он за тобой. Может, зелье твое приворотное подействует. Глафира, ты это куда? Не смей, Глашка! Глашка, не смей! Дела у меня на заимке! Вернись! Старики ждут! Глафира, вернись! Завтра прибуду! Вот дождь вон начинается! Небось, не растаю! Уху посолить не забудьте! Да не пересолите!
Извини, задремал. Даже сон приснился. Бывает. Бывает, и за рулем задремлешь. Интересно, твой груз мои пассажиры не слопали? Несъедобно. Магнетит, медь. А возможно и золото. Чего-чего? Шучу. Глина, галька, щебенка. Они у меня все едят. И золото съедят. Разве что кроме глины. Крепко погуляли в Пиктовке, товарищ полковник. Отметили. Притормози, пожалуйста. Лида! А я побывал в гостях у Тульчевского. Видел его личную подпись в Сухом Яру. Вечером загляну, расскажу. До вечера далеко, заходи. Мама тебя накормит. У нас сегодня волшебный гороховый суп. О. Замуж я собралась, Миша. Николаю предложили клинику в Барнауле, он женщиноспособный хирург. Зовет меня с собой. Ты его любишь? Он влюблен в меня, Миша, просто ужасно. А я вдруг как бы очнулась, почувствовала, что больше так не выдержу. Что мне должен быть кто-то. Понимаешь, что я должна быть кому-то. Он уже меня любит. Я ему нужна. Я так устала, Миша. Я так устала. Ой, Миша! А я вот здесь второй день обитаюсь, а тебя все нет и нет. А мне в город ехать надо. Экзамены на носу. По биологии такой вредный мужик принимает. Всех проваливает, а особенно девчонок. В этом году представляешь, какой конкурс? Что случилось? Об этом долго рассказывать. Я начну с конца. Твоя жена Серафима, Что с ней? она несчастна. Держи. Она нуждается в опоре и защите. Угу. А ты поступил жестоко, нехорошо. Демобилизовавшись, даже не написал. О чем Не дала себе знать. О чем ты говоришь, Ириша? Будто ты не в курсе дела поступков своей сестры. Нет, это ты не в курсе. Я, если хочешь знать, я ее тоже глубоко осуждаю. Да. Только судить-то легче легкого, Миша, а понять? Что понять? Да уж не твою обиду. Чужую беду. Пойдем в дом, Иришка. Напою тебя чаем, там и поговорим обо всем. Ты, небось, проголодалась? Без жены научился. Многому научился, Ириша. Прошу. Да мало ли что в жизни случается.
споткнулся, упал. Так его что, камнями, да? Камнями? Одно я могу теперь сделать. Это побыстрее оформить наш развод. Поеду вместе с тобой в город. Зачем ехать? Сима здесь. Я тебе сейчас приведу ее сюда. Мы остановились в доме колхозника. Михаил, будь великодушен. Ириш, постой. Погоди, Ира! Гражданин, вам куда? Мне? Мы в 12-ю. Не нарушайте, девушка, там женское отделение наверху. Товарищ идет к Нестеровой Серафиме Леонидовне. Это ее муж. Ириша, я подожду внизу. Ира, Ириша! Пойми меня, мне не хотелось бы переносить нашу встречу ко мне домой. Глупости. Ну как же мы? Юрочка, голубушка, если он не захочет, чтобы я... Глупости. Девушка, вы паспорта оставили, не расплатились. Здравствуй, Михаил. Ириш, конечно, хорошая, добрая девочка. Но она идет напролом. Она с наскока хочет исправить то, что уже невозможно исправить. Неужели два человека, два взрослых человека, которые любят друг друга и не могут... Неужели они не могут? Ириша. Ну, а тебя, Михаил, я вообще не понимаю. Ты же видишь, мы съехали из гостиницы, мы стоим с вещами, как погорельцы. Может быть, ты так и оставишь нас здесь, на улице? Я приглашаю вас к себе домой. Но с условием, что ты прекратишь свои кавалерийские атаки. Иначе из дома придется уйти не вам, а мне. Договорились? Конечно. Правильно. Помолчите. Это надо пережить. Господи, как ты живешь? Ведь ты тяжело болен. За тобой нужен уход. Как ты мог купить эти отвратительные занавески вот с этими петухами? А как ты одет? Миша, милый, война кончилась, а ты все в сапогах. Все ать-два, ать-два. Мне со шнурками труднее. Так всегда и будешь в сапогах ходить? Всегда не знаю, но пока в сапогах.
Нет у меня оправданий. Только то, что думаю, что я тебя разлюбила, а я тебя люблю. Да, люблю и люблю. Подумай, Михаил, ведь ты можешь в сердцах сказать непоправимое. Потом сам будешь жалеть. И ты тоже, Сим, не торопи. Не торопи, дай человеку свыкнуться. Ты же интеллигент, Михаил, в лучшем смысле этого слова. А интеллигенты умеют прощать. Вспомни. Андрей Балконский, Иван Войницкий. Ириша, пойди погуляй, проветрись. Припомни что-нибудь еще из русской литературы. Как тебе не стыдно кричать и гнать меня? Как не стыдно? Не форсируй событий. Он вернется. Самое худшее уже позади. Ты сейчас же должна уехать! Ты мне мешаешь! Ах, вот как? Я мешаю. Вот так славно. Да я для тебя сделала все. Я привела тебя в этот дом. Я из-за тебя провалю экзамены в институт. Нет уж, с меня хватит. Сима. Сима. Симочка, милая. Сима, а может нам вместе уехать? Ведь нам обеим здесь делать нечего. Уедем, а? Будем жить вместе. О, а вот с Евдокией, тут я тебе помогу. Вот приедет она, ты ее приведи ко мне, Евдокию-то. Я ей все растолкую. Она человек горячий, но умница. Не поймет, что ли? Нет, Федор, это ты ничего не понимаешь. Как ей теперь объяснить? У женщин свое гордость, самолюбие. Да. У них все не как у людей. Давай-ка, брат, спать ложиться. Давай. Одно могу тебе сказать. Нахлебаешься. Отставить мячик. Товарищ военком. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, правду говорят, полковнику жена приехала, а? Говорят, интересная женщина. Так, 8:15. Если к обеду учетки не будут составлены, буду разговаривать по-особому. Стройсь! Равняйсь! Смирно! Шагом марш! Запевай! Так с боями шел Берлин, солдат, да! Время песен прогреметь, прогреметь! Много песен можно спеть подряд, а сколько петь, до всех не спеть, до всех не спеть! Эх ты, ласточка, касатка быстрокрылая, ты, родимая сторонка наша милая, да! Эх ты, ласточка, касаточка моя быстрокрылая!
Доброе утро, Миша. Аишка уехала ранним поездом. У нее в университете консультации, велела тебе кланяться. А я уже на базарчик успела. Все есть, только страшная дороговизна. Миш, ты не нервничай, поешь. Ты неважно выглядишь. Обо мне не беспокойся, я уеду. Сегодня же. Я тебя освобождаю от мучительных объяснений. Да, ты права. Объяснения для меня мучительны. Я приехала, чтобы помочь тебе, Михаил. Ты в моей помощи не нуждаешься, но и не надо, и прекрасно. А ты не боишься остаться один? Мы уже не молоды. Ты искалечен. Нечипайло, принять команду. Есть принять команду. Муравич, не уходи, пока не выбьешь ножи для косилок. Не пойду я к Муравичу. Вы же сами знаете, Евдокия Трофимовна. Зануда он. Жди, бери на измор. Это он на вид зануда, а в душе он моряк, бывший морской лок. На, отвези Евстигнеевку, сдай внучатам вот адрес. Евдокия! Погоди! Евдокия! Здравствуй, Калинкина. Ну, здравствуй, здравствуй. Чего тебе еще от меня нужно? Когда перестанешь Пихтовку разорять? Поезжай. Опять всех мальцов забрал. Теперь верну вскоре в целости. Это что, Михаил Иванович образцы привезла, да? А, ты в курсе? Помоги чемодан тащить. Вот мешки. Погоди, потерпи. Давай-ка лучше ко мне. В военкомат. Это еще зачем? Да говори ты толком, что у тебя голос пропал. Ну так лучше будет. Ну я же говорю, тебе так лучше будет. Кто-то к нам? К нам, по-моему. Сиди, я открою. Здравствуйте. Майор Фролов. А мы, Михаил Иванович, по делу. Вы, я полагаю, его супруга? Очень приятно. Серафима Леонидовна. А это тоже Евдокия из Пихтовки. Вот тут образцы. Породу привезла полковнику. Ну, можем ко мне отнести. Я вижу, не ко времени. Ну что, проходите, мы как раз завтракаем. Миша, Миша, к тебе гости. Идемте, идемте. Да. Проходите. Ай, черт, тяжелый. Я вижу, не ко времени. Ну, заходите, проходите, проходите. Кто на пороге-то стоит, ну? Пожалуйста, заходите. Проходи, Дуня. Знакомься. Познакомились. А у нас вот с Мишей еще утро. Может, позавтракаете с дороги? Спасибо, ясно. Ну, тогда чаю. Пожалуйста. Ну, пожалуйста.
А у вас, Дуня, чудесный. Я бы сказала, прям завидный цвет лица. Правда, Миша? А вы тоже прекрасно выглядите. Загорели. Или это пудра такая? У нас с пудрой в деревне затруднения. Затруднение с пудрой. Ну ничего, я вам пудру подарю, на первое время хватит. Дуня, вы к нам приехали? Нет, я в командировку. К Михаилу Ивановичу, да? Нет, к Михаилу Ивановичу по знакомству. Разве вам ничего Михаил Иванович не говорил? Не успел, Евдокия Трофимовна? Вот именно не успел. Не было у нас о тебе речи. Ну, угощайтесь, угощайтесь. Вот привезла Миша его любимые крекеры. У вас нет их. И я вас угощу. Какое богатство. А сколько мы должны вам? Хотя, может, это не в первый раз уже. Я за все заплачу. Сима! Извините. Меня ждут на стрельбище. Извините. И я загостилась. Вчетвером еще куда ни шла. Третий, как говорится. Что ж ты стоишь, Михаил? Иди, проводи твою Дульсинею из Пихтовки. Эх, Сима, Сима.
А за исследование я бы взялся. Это поразительно. В нашей области найти такой выход коренных палеозойских пород, это может опрокинуть все представление о геологическом рельефе края. Ну, конечно. Может оказаться, что здесь вся таблица Менделеева. Филимонов, флиртуйте в другом месте, в другое время. Пожалуйста. Да, если ваши прогнозы подтвердятся, это будет серьезное открытие. Давайте попробуем. Милый, не имею ни малейшей возможности. У нас ведь, кроме учебной работы, еще куча всяких срочных заказов. Так что уж, извините. Клей изобретаем для обувной фабрики. Замену мылу хозяйственному ищем. Жиров нет, надо выкручиваться. Вот видите, оправа делать нечего. И этим занимаемся. Я бы рад, честное слово. Но приезжайте это через годик, не раньше. Да, внушительно. Это должно быть весь ваш месячный паёк. Достаточно? Более чем. Как пахнет настоящее вобла. 100 лет не нюхал. А, простите, что вы сами будете есть? Не беспокойтесь. Ну что ж, уговорили. Беру ваши минералы на исследование. На это потребуется некоторое время. Вам придется уехать и подождать дома. Я подожду здесь, в городе. При одном условии. Я немедленно запихну всю эту вашу снеть обратно в ваш походный погребец. Я понял, для вас это вопрос жизни. И смерти. Это завещание убитого друга. Когда будут результаты, я вам позвоню. А воблы соблазнять рискованно. Вам с ней придется проститься. Иди ты, мама, посидь. Не 7-й раз на день чинишься. Да уйди ты, Христа ради, ведь прошу. Ты мне давай. К дождю дело идет. Чучело. Котея! Дуня! А теперь я тебя прошу, Христа ради. А ну, пляши. Полечку или цыганочку? Я тебя сейчас пляшу. Ты что, эту ферму средь бела дня оставила? Эх ты. Да я чтоб тебя порадовать. От него из города помнит. Из города? Заказное. А я ведь не заказывала. Ты чего? Скажи, почтарю нет такой. Выбыла в неизвестном направлении. Заводи, Ариш. Да ведь заказное письмо. Дуня, ты с ума что ли сошла? Почитай хоть, что пишет. Ну, что я там вычитаю? Что в город вернулся. Там есть кому о нем позаботиться. Ладно. Век одна вековать будешь, дура ты, дура. Может, здесь что другое? Другое не в письмах пишут. Для другого вон за 1000 верст в Ашхабад бегом бегут, а ты... Ладно. Ну, тогда я сама ему сообщу. Ты ж какой прыткий. Я тебя сообщу. Отставку я ему дала, а не он мне, а ты говоришь сообщу. На, отдашь на почте и скажи, что вернули обратно. Эх. Сообщу.
Иван Гаврилович примет вас, но у него идет заседание. Нестеров, здравствуй. Сиди, сиди. Силантьев! Да. Мы с тобой здесь поговорим. И я заодно проветрюсь. Привет, привет. Сейчас погоди. Маргарита Дмитриевна, чайку нам с товарищем Нестеровым. Иванов, ты, я знаю, первому секретарю писал, но Савельев уехал по районам и просил меня. Тем более, что это моя отрасль, промышленность. Ну, давай только покороче, потому что времени у меня в обрез. Я все изложил в докладной записке. Читал. Читал, и, не скрою, Савельев проявил интерес, и меня просил повнимательней. Ты что же, значит, отыскал потерянное месторождение? Да. Предлагаешь разрабатывать? А вот специалисты говорят, что наша область бедна ископаемыми. Университетская лаборатория подтвердила мои предположения. Ну, знаешь, это частное наблюдение. Для того, чтобы определить промышленное значение, нужна комплексная геологическая экспедиция. Вот этого я и добиваюсь. А ты знаешь, что в нашей области даже геологического управления нет? Геологов можно занять у соседей. Геологов у соседей, а рабочая сила, средства где? Вот ты знаешь полковника, а рассуждаешь, как размечтавшийся писарь. Ну, не морщись, не морщись. Я старше тебя по званию, имею право так говорить. Генералом танковых войск вышел на гражданку. Не мечтать надо, а выходить из положения. Дай срок, и за проекты примемся. Ты что, себя плохо чувствуешь? Да знаете, сегодня как-то особенно прихватило. Погода, что ли, меняется. Вот видишь, как нас прихватывает. Тебе, друг мой, лечиться надо. Как положено. Слушай, а ты до войны вроде археологом был. Что ж ты не в свое дело лезешь? Есть у меня некоторые обстоятельства. Вы ведь тоже... Ну ты не равняй. Я делаю то, что нужно сегодня. Вот и ты давай впрягайся. Бери топливный трест, это узкое место. А если хочешь, обувную фабрику. Выходит, топливо – мое дело. Обувь – это просто мое призвание. А геология – это уж не для меня. Ты меня на слове не лови. Спасибо, Маргарита Дмитриевна. Я тебе по-дружески, по-фронтовому. Лечись, вставай на ноги и перебирайся к нам в город. Я помогу. Ну? Что ж ты, Мохов, мины мне на поля ставить будешь? Ты же ничего другого не знаешь, а занятий моих стыдишься. Что хочешь у своей бабы за спиной отсидеться? Или в город тебя потянуло? Мне бригадиры нужны, помощники. Ну зачем я с тобой тут вечера трачу? Ты уже 3 раза пропустил. Черепанов он носом клюет. А я не сплю, я так слушаю. Чем? Затылком? Иванцов где? Уважительный у него. Да у вас у всех уважительные. Да уважительный у него. У дочки щеку разнесло, зуб режется.
Разрешите присутствовать? Садитесь, чего стоять. Места хватает. Издаля к нам-то? Да нет, приреченский я. А сейчас прямо из Москвы. Получал назначение. Буду у вас в районе разворачивать геологическую экспедицию. А мы тебе не пригодимся? Пригодитесь. Мне взрывники очень даже понадобятся. Начальником, стал быть, будешь? Да, начальником. Останусь, если примет Евдокия Трофимовна. Если не прогонит, выслушав уважительные причины моего отсутствия. А прогонит, все равно останусь. Так, как я понял, занятия продолжаться не будут. Перекур, ребята. Так сказать, перекур с дремотой. Товарищи, видать, дело, Евдокия Трофимовна. Угу. И дело, так сказать, непростое. Евдокия наша, женщина серьезная. Сколько лет, сколько зим, как умолкла война, сколько слез утекло, сколько рек. Мы однажды с тобой попрощались сполна, чтоб уже не прощаться навек. То полдень, то темень, то солнце, то вьюга, то ласточки, то ранья. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое.